Сегодня готовлю мою любимую коронную мусаку по-гречески. Да, с ней нужно немножко повозиться, но поверьте, каждый кусочек стоит этих стараний. Готовится она не за 5 минут, но ничего сложного здесь нет. Давайте готовить. Первое, что я делаю, это подготавливаю синенькие, мы так их называем, баклажаны. И беру примерно вот таких 3 средних баклажана, один чуть больше. Обязательно снимаю кожицу и нарезаю баклажаны вдоль тонкими пластами. Я делаю вот таким образом. Все нарезанные баклажаны складываю в миску, присаливаю и отставляю пока в сторону. А тем временем делаю соус бешамель. Разогреваю сковородку, добавляю кусочек сливочного масла, жду пока растопится полностью, добавляю муку и быстренько все перемешиваю. Постепенно вливаю молоко и постоянно помешиваю, пока наш соус не начнет густеть. Если вдруг у вас появились комочки, как у меня, не расстраивайтесь, тут ничего такого страшного нету, бывает, даже у меня. Я беру блендер, несколько секунд и все гладенькое, красивое, раз-два и готово. Когда бешамель загустел, добавляю маленькую щепотку соли, немножко мускатного ореха. Перемешиваю, выключаю огонь и переливаю соус в миску. Накрываю пищевой пленочкой в контакт, чтобы сверху не образовалась корочка. Пока оставляю остывать. А мы возвращаемся к баклажанам. Они уже постояли, поэтому я заливаю их холодной водой, хорошенько все промываю от лишней соли и выкладываю на полотенце. И тщательно просушиваю. Теперь слегка обжариваю баклажаны на сковородке. Лучше всего брать антипригарную, чтобы масло ушло совсем немножко. Нам не нужно их зажаривать до полной готовности, буквально чуть-чуть подрумяниваем с двух сторон, чтобы они только схватились и не развалились. Выкладываю на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир. Переходим к следующему этапу. Готовим наш мясной соус. На сковородку наливаю немножко растительного масла, разогреваю и добавляю одну луковицу, нарезанную мелкими кубиками. Добавляю измельченный чеснок. Обжариваю лук до красивого золотистого цвета. Теперь добавляю фарш. У меня сегодня фарш смешанный, тут свинина, телятина и курица. Но, конечно, выбирайте тот, который вы любите. Любой можно, в принципе. Начинаем все хорошенько перемешивать, разбивать комочки лопаткой и обжариваем фарш до тех пор, пока он не станет светлым. Теперь добавляю измельченные помидоры. Я просто перемолола в блендере 3-4 средних помидора. А также я добавляю немножко томатной пасты, 2 столовых ложки. Она делает вкус болоньезе намного насыщеннее. Я так люблю. Тут у меня черный перец и итальянские травы. Это по желанию. Можно добавить просто орегано. Соль по вкусу. Все перемешиваем и оставляем готовиться примерно минут 10. Этого будет достаточно. И все. Наш вкуснейший болоньезе готов. А теперь собираю нашу королевскую мусаку. Перед сборкой я снимаю пленочку с бешамеля и добавляю туда немного ароматного сыра. Это мой маленький секретик, я всегда так делаю. И поверьте, вкус получается намного насыщеннее, потрясающий. Бешамель у нас должен быть густоватым, так и должно быть. Это не лазанья, здесь другая структура, потому что в мусаке много сочной начинки. Начинаем собирать. Первым слоем выкладываем баклажаны. Размеры формы я оставлю внизу под видео, а также все нюансы приготовления, все детали я все пропишу внизу. Будьте внимательны. Сверху выкладываем мясной соус, распределяем бешамель, дальше снова баклажаны, мясной соус и бешамель. Сверху закрываем все оставшимися баклажанами. Если где-то остаются небольшие пустые места, ничего страшного, можно просто взять кусочек баклажана, вот так оторвать и закрыть. Здесь все делаем с любовью, по-домашнему, не заморачиваемся. Бешамель, а сверху щедро я посыпаю моцареллой. Отправляю мусаку в духовку примерно на 30-40 минут. Температура 180 градусов. Больше запекать не нужно, потому что тут все готово, тут нужно только все подрумянить, чтобы появилась красивая золотистая корочка. После духовки обязательно дайте мусаке немножко постоять. Хотя, конечно, я прекрасно понимаю, это самое сложное место в рецепте. Запах стоит такой, что хочется сразу взять нож и попробовать. Мы, конечно, тоже не всегда выдерживаем и разрезаем еще горячей. Поэтому она такая живая, сочная, еще дымится. Но вот когда она немножко постоит, вкус раскрывается еще лучше. Вот ради такого кусочка действительно стоит потрудиться. Готовьте с удовольствием, наслаждайтесь, радуйте своих близких и обязательно попробуйте эту мусаку по-гречески.
Приятного аппетита!